Всем привет! Случилось такое чудо, что я наконец-то нашел финальный способ по устранению проблемы со сворачиванием CS Global Offensive. У меня на канале есть уже пару роликов, которые призваны устранить эту проблему, но есть, как всегда, неприятное но. Не на всех видеокартах эти способы работали. То есть существуют карты, которым до сих пор ничего не помогало. Например, Radeon RX 460 и близкие к нему модели. Хочу немного вам напомнить о проблеме. Значит, во время игры в Counter-Strike Global Offensive она могла автоматически сворачиваться, и после чего вы не могли ее развернуть. Соответственно, вы видите рабочий стол, можете бегать, слышите звук, то есть действия в игре могут совершаться, но, к сожалению, развернуть не получается. И вот, наконец-то, чему я несказанно рад, проблему удалось устранить раз и навсегда. И вот уже месяц я играю в эту игру, и проблем никаких нет. Есть, кстати, еще один способ, о котором я узнал на форумах, это понижение частоты работы видеоядра через программу Afterburner. Способ я также испытывал, но он мне не помог, так что остается один, который поможет вам 100%. В общем, меньше разговоров, давайте уже приступим. Надеюсь, что пояснительная бригада по поводу того, как запустить BIOS на компьютере, вам не нужна. Поэтому запускаем BIOS с помощью нажатия кнопки Delete при старте ПК, либо же F1 и F2. Есть, конечно, уникальные случаи на ноутбуках, на некоторых, таких как Lenovo, когда вам необходимо иголочкой зажать в отверстие кнопку, после чего запустится BIOS. Либо же какая-то более сложная комбинация клавиш на редких ноутбуках. Но в основном Delete, F1 или F2. Запускаем BIOS, в общем. В моем случае вот такой вот BIOS с UEFI интерфейсом. Бывают биосы постарше, да и вообще биосы бывают разные, поэтому приблизительно ищем, где у вас разгон. Еще раз ищем, где находится разгон. В моем случае мы нажимаем дополнительно, входим в расширенный режим, находим, в моем случае, AI Trigger, находим AI Overlock Timer, здесь у нас стоит авто, выставляем вручную. После чего находим частота PCI и увеличиваем ее до 130. В моем случае жмем плюс или минус. В общем, выставляем частоту 130. По умолчанию у нас стоит 100. И в принципе на этом все. Больше нам в BIOS делать нечего. Разгоняем только частоту PCI. То есть разгоняем PCI шину. Далее нажимаем кнопку F10. Сохраняем изменения в BIOS. И после чего проблема со сворачиванием КС у вас исчезнет навсегда. Единственная сложность, которая у вас может здесь возникнуть, это поиск разгона PCI шины. Потому что, еще раз повторюсь, все биосы разные, и некоторые пользователи неопытные затрудняются в поиске. Причина, скорее всего, кроется в том, что частота видеокарты при игре в КС уходила за пределы возможностей PCI шины, и поэтому происходил такой графический казус со сворачиванием. Покажу вам другие варианты биоса. Допустим, есть вот такой BIOS, то есть вкладка Advanced, CPU Configuration, и здесь находим Overlock Mode, выставляем также вручную, находим PCI Frank и меняем до 130. Еще один вариант более старого BIOS, тут также есть PCI Clock, то есть это и есть разгон частоты PCI шины. На этом хочу завершить инструкцию по устранению данной проблемы. На самом деле она очень сильно вынесла мне мозг, но теперь она решена. Вот такая вот незамысловатая инструкция. Надеюсь, что вы все справитесь, найдете, где у вас находится разгон PCI шины, точнее PCI частоты шины, и устраните эту проблему раз и навсегда. На этом все, всем пока.